Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же встреча изменит вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личную консультацию, либо же на диагностику негатива, пишите. Телефон в описании к видео и в комментариях. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ух, ребятушки, что ж так? Итак, давайте разбираться с помощью наших чудо-карт. Так они мне нравятся, я обожаю эти карты, которые, в принципе, одной картой описывают ситуацию. Но мы посмотрим поглубже. Итак, смотрите. Опять же, помним, что это общий расклад, да, у кого-то проиграется сейчас ситуация, у кого-то уже вы прошли ее, но опять же она была. Это была, знаете, красивая история любви в вашей жизни. У кого-то была не одна, да, не один брак, не одни отношения. И сейчас буду как сказку вам рассказывать, так чтобы понятно было, да. Я знаю, что вы некоторые на ночь смотрите, да, вот мои видео. Буду сейчас вас убаюкивать кого-то. Это была красивая история любви, после которой у вас наступило, знаете, не то чтобы разочарование, это наступило как будто вот конец вашего доверия к женщинам. Мы не будем углубляться в ваши истории, потому что это у каждого будет своя история проигрываться. Но эта красивая история подарила вам много счастья в свое время и много боли. Из-за этой истории, да, вот после того, что произошло, вы как бы, ну, добровольно закрылись на какой-то период. Я не говорю, что прям за 7 замками сидели, вообще не выходили никуда. Но как будто вот сами себя вот изолировали от всего внешнего мира. Дом-работа в таком плане. Это отказ от друзей-приятелей, да, которые у вас есть. У вас есть друзья-приятели, причем, ну, их достаточное количество. У вас есть люди, которые никогда не дадут вам упасть. У вас есть люди, которые всегда протянут руку помощи. Но вы ни с кем не хотели общаться. Либо же у кого-то сейчас проигрывается, сейчас у вас такой момент. Тем более у тех, у кого свежий развод. Знаете, вот какой-то период... Вот скажу, ну, извините уж, что скажу, назову своими словами, своими именами. Вот какой-то период вы себя реально чувствовали, ну, рогоносцем, как то называется, да? Вот вы психовали, вы возмущались, да, вот в таком духе, что ну это же надо, ну сделали меня рогоносцем, да, вот вы думали об этом, ну как я, да, вот я же все ей давал. Я же все для нее делал, да, она меня таким сделала, вот в таком ключе. Это возмущение, это боль, это дичайшая боль в вашей жизни, причем она у вас была не единожды. У вас было очень много ситуаций, таких довольно болезненных, которые были связаны, ну, не именно с женщинами. Здесь были и другие моменты, да, здесь и опасность была, и риск для жизни был. Но... Вот больше всего, конечно, вас взбесила вот ситуация, вот именно такое вот олень-олень, да? Никого не хочу обидеть, но тем не менее, после этой ситуации, да, вот после красивой истории любви почувствовать себя, уж простите, рогоносцем, да, но это полный трэш. Это полный трэш. Вот так и хочется сказать, за что, да? За что? Я же для нее все. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вы слишком много строили планов по поводу этих отношений, по поводу этой женщины. Вы вообще такой человек, ну, в каком-то смысле даже наивный, доверчивый. Вам из-за вашей вот этой доверчивости, из-за вашей доброты вот постоянно не везет. Вот вы вечно, знаете, вот как будто вляпываетесь в какие-то ситуации. Я сейчас не со зла говорю, но именно из-за вашей доброты. Это какие-то ситуации, вот могут быть и по работе, это не только женщин касается. Это могут и там мошеннические какие-то моменты, да, вот с деньгами, на мошенников могли попадать, там еще на что-то.
Ну, то есть вы очень часто витаете в облаках, вы привыкли доверять людям, а люди вам доказывают обратное. Вам очень часто вот вставляют нож в спину именно люди, которые были для вас очень важны, которые были вам близки, да, от которых вы никогда не ожидали вот этого удара в спину. Вы продолжаете, в принципе, быть человеком, который строит очень много иллюзий. Вы таким уже будете и дальше. Вот, ну, вы такой, какой вы есть, и с этим вы ничего не поделаете. С одной стороны, да, это неплохо, но с другой, ну, в нашем современном мире уже нужно фильтровать все-таки, что люди говорят и что люди делают. Причем вот эта ситуация, которую вы пережили, особенно которая касается женщины, вот развода, разрыва вашего, она вас, ну, хорошенечко так встряхнула. Вот она встряхнула вас и своего рода заставила задуматься, вот задуматься о своей жизни, сделать даже работу над ошибками. Она заставила вас, даже, кстати, некоторых из вас заставила сделать ту же вот диагностику на явность негатива, потому что вы по себе чувствовали, что что-то не то с вами происходит. Вы понимали, либо же знали, да, что женщина занимается магией, либо же ходит куда-то, да, вы по себе это чувствовали. Поэтому у вас было некое такое очищение души, очищение мыслей. По крайней мере, вы сделали все, что было в ваших силах, да, вот вы, может быть, кто-то чистку сделал, не только диагностику. У некоторых может проиграться, что вы планируете сделать чистку, да, вот, ну, диагностику, потом чистку, конечно же. Поэтому здесь, знаете, это своего рода урок, своего рода ситуация, которая вас подтолкнула к тем мыслям, которых раньше вы даже не допускали. Вы много чего поняли, вы много чего осознали вообще в жизни. Так, давайте-ка смотреть, что же еще поведает нам Таро. Холодно, холодно на душе до сих пор. И причем это независимо от того, как давно вы разошлись со своей женщиной. Вот вы не впускаете, я не вижу рядом любимой женщины, вы не впускаете женщин до сих пор. Это касается и тех, кто уже, ну так, давненько разошелся. Да, могут быть временные отношения, но как-то, знаете, ну абсолютно это все не то, все не ёкает, ну не ёкает, и вы это понимаете, вы даже задумываетесь, ну почему, да, вот я не могу влюбиться, я не могу больше относиться к женщинам так, как относился. Вот после вашей такой вот прежней красивой истории любви, которая оставила у вас такой дичайший холод, такой осадок в душе, вы не можете больше открыться. Вы очень осторожно общаетесь с женщинами. Нет того доверия, которое было. Да, есть иллюзии, есть какая-то наивность, но нет того доверия, нет той открытости. Вы вот знаете, как будто зимняя вишня, вот замороженное такое сердце, все в душе, зима и гололед, и вы больше не открываетесь. Если вот кто из вас, опять же, да, поскольку общий расклад, если кто из вас даже делает попытки познакомиться, да, понятно, что кто-то из вас это, конечно же, делает, вы это настолько делаете осторожно, вы настолько это делаете все, сближение с женщиной неторопливо, что порой, мне кажется, даже вам друзья-приятели говорят, что да ну как, ты еще до сих пор с ней джага-джага, там ничего не сделал, да? Даже такие моменты могут быть. А вы не спешите даже прыгать в ту же постель. Вы не спешите сближаться. Это могут быть, знаете, такие ситуации, когда вы, ну, чуть ли не прогулки при луне довольно длительный период, да? То есть вы к женщине присматриваетесь, вы с ней просто общаетесь, вы особо не открываете сразу душу никому. Вы должны доверять человеку, чтобы открыться. Пока вы женщину не прощупаете, так сказать, со всех сторон, да, пока вы не будете ей полностью доверять всецело, вы ей не откроетесь. Вот после вашей такой вот травмы, да, это психотравма, вы не сможете открыться.
Поэтому вот такая печалька в вашей жизни. Вы еще, знаете, вот вы любитель гармонии. Для вас очень важна гармония в душе. Для вас очень важен комфорт. Да? Вот там, где вы живете, пусть это будет скромненькая обстановка, да? Пусть это не будут какие-то евроремонты, там супер-пупер, все, да? Но вам должно быть комфортно и в одежде, и в комнате, да, вот вы так очень любите уют, вы под себя подстраиваете, ну, тот же интерьер в квартире, да, вы точно так же относитесь и к рабочему месту. Вам должно быть все удобно, должно под рукой лежать, допустим, самое необходимое, чтобы вы не искали где-то там за 7 замками свои там ручки, документы, допустим, или еще что-то, в зависимости от того, кем вы работаете. Ну, вы очень, так знаете, вот педантично даже, я бы сказала, к некоторым вещам относитесь. Это такой момент, который, знаете, очень многим не хватает. Вот гармония, именно гармонии. Вы постоянно вот ищете ту самую гармонию. Вам очень ее хочется. Она не всегда у вас бывает. Особо после вот такой вот трагедии. Это реально вот произошла трагедия в вашей жизни с вашей женщиной. Это трагедия. Поэтому особой такой гармонии в душе у вас сейчас я не наблюдаю. У вас будет гармония, когда вы встретите новую любовь, когда у вас все сложится, когда вы почувствуете, что вы любите и любимы. Вот тогда, да, тогда можно сказать, что у вас есть гармония. Итак, давайте-ка смотреть, что же за встреча все-таки перевернет вашу жизнь. Так. В вашей жизни появится женщина. Это будет очень такая, знаете, неожиданная встреча, неожиданное знакомство. Абсолютно вы не будете даже как-то настроены и расположены на знакомство. Вы будете заняты как-то своими делами. Это может, я не буду привязываться к месту, да, опять же, знакомство у всех произойдет, ну, в разных, так сказать, местах, да, чтобы вы не привязывались. Это будет очень неожиданное знакомство. Женщина вам покажется, помимо того, что она, ну, очень молодо выглядит, да, я не говорю, что она девочка там 15-летняя, нет, но она очень молодо выглядит, моложе своих лет. Она такая довольно хрупкая, она может даже, кстати, блондинка проиграться, но не обязательно, потому что общий расклад. Такая, знаете, вот как, ну, девочка. Вот в очередной раз к нам пришла девочка такая маленькая, которую хочется согреть, обогреть. Поэтому это будет такое знакомство неожиданное, что даже как-то про отношения вы не будете думать, да, но для вас она покажется ребенком. Это потом вы уже узнаете, что она не такой уже ребенок, просто она так молодо выглядит, намного моложе своих лет. Она просто за собой хорошо ухаживает, да, у нее генетика такая, что она моложе выглядит. Поэтому пусть вас это не пугает. Но вы опять же, как я уже сказала, да, будете очень и очень так общаться, ну, холодно, сдержанно, да, такой вот эмоционально холодный товарищ. Вы заметите, что женщина это проявляет к вам интерес. Вот все больше и больше, как вы будете общаться, вот она будет проявлять интерес. Кстати, может еще такая ситуация проиграться, что вы будете ее проверять. Вот будете проверять ее на верность, на корыстность, да, насколько вот она зациклена на деньгах. Потому что вот этот пунктик, он никуда не девается. Абсолютно. Вот ваш пунктик, вот это недоверие, оно еще будет какой-то период. Вы ее проверите, но я вам скажу, что она достойно пройдет все проверки. Может даже быть ситуация, когда вы будете, допустим, друга своего подсылать, да, вот чтобы он, ну, типа там поклеился к ней, пофлиртовал. Она это все пройдет, она не поведется ни на какого друга, ни на кого, да, и она вам докажет, что она не зациклена на деньгах абсолютно. Она, знаете, вот она внешне, она не раскрасавица, она самая обычная женщина. Может быть, еще поэтому как-то вот вы особо так не загоритесь, да, потому что, ну, все-таки как ни крути, а мужчина любит глазами. Но
Вот знаете, когда вы будете с ней общаться, вот чем больше вы будете с ней общаться, вы будете открывать как будто ее новые грани. Вот она вам откроется с другого ракурса, с другой стороны, да. Она очень интересный собеседник, она очень хорошая как хозяйка, она очень такая заботливая женщина. Знаете, у вас, кстати, может даже найтись какие-то вот общие такие темы очень важные. Она, кстати, так же, как и вы, любит четвероногих вот животных. Так, там котики, собачки, так у кого что. Ну, кто-то, может, тараканов любит, конечно. Ну, то есть, знаете, это человек, с которым вы будете сближаться очень и очень осторожно. Причем, смотрите, она точно так, она не будет торопить вас. Вот как идет, так и идет. Вот в чем вся фишка мудрой, умной женщины. Потому что, я думаю, вы тоже знаете, что есть такие, ну, с наглецой женщины, которые сразу берут быка за рога, кто-то в постель затаскивает, кто-то начинает про женитьбу сразу говорить и тем самым отпугивает мужчин. Это очень будет умная женщина, девушка даже я бы ее назвала. Ну, молодая женщина, да, если так по-честному. Она будет ждать, она будет терпеливо ждать, потому что вы ей понравитесь. Она увидит ту же самую вот грустинку, которая есть у вас в глазах. Она это увидит, она это прочувствует, так как те, кто меня смотрят, уже давно знают, что женщины считывают мужчин на энергетическом уровне. Поэтому она всегда будет чувствовать вас и ваше настроение. Поэтому торопить события – это не в ее интересах. Вы ей понравились, и вот она для себя решит, что ну как идет, так и идет. Вот ваше общение, да, пусть на уровне друзей сначала, потом вы будете больше сближаться, больше, да. Она абсолютно не из тех, которые будут прыгать в койку. Вот если кому нужна сразу койка, то это сразу не к ней. Это у нее будет как бы, ну, уже на втором месте. Я не говорю, что это ей не нужно. Просто она сторонница, ну, именно серьезных отношений. Она тоже, точно так, как и вы, она зациклена на доме, да, вот на семье, именно на серьезности, на стабильности, а не на том, чтобы просто провести время и погулять. Уж поверьте, если женщина хочет просто провести время и погулять, она долго не будет с вами за ручку ходить и просто сидеть, пить кофе в кафе. Она будет немножко других кандидатов себе искать. А вам либо же помашет ручкой, либо в лучшем случае заблокирует и все. Понимаете? Поэтому, когда женщина, я вот маленький лайфхак вам, когда женщина не отвечает, когда женщина блокирует вас, это тоже ее ответ. Это ответ на все ваши вопросы. Как она к вам относится? Вот знаете, ко мне многие мужчины, вот вы, да, ребят, вы многие мне звоните, записываетесь на личные расклады. Я всегда с удовольствием слушаю ваши все истории. И опять же, я при разговорах с вами, да, это все озвучиваю и рассказываю, что вот вы страдаете, вы переживаете, да, вот вы хотите помириться с женщиной, которая вас заблокировала. Ну, елки-палки, ребятушки, ну не унижайте себя так. Ну, не нужно на себе ставить крест ради женщины, которой вы не нужны. Просто уясните себе раз и навсегда, что любящая женщина, которой вы действительно по-настоящему нужны, она не будет вас блокировать. Но вы можете это понять. Вот есть такие даже, ну я вообще удивлялась, ребят, да, вот бывают мужчины, которые вот мне звонят, да, говорят, ну я готов там поехать к ней на край света, вот она меня заблокировала, а я поеду с ней мириться. Понимаете? Ну просто, у меня нет слов. Конечно, вы сами это будете все решать, но я чисто психологически, я вам, ну, не рекомендую этого делать. Но будьте выше всего этого, имейте хоть какую-то гордость, да, ну, где ваше самолюбие, ну, не нужно унижаться до такой степени, лучше перестрадайте, перегрустите, ну, просто вот поймите это окончательно и бесповоротно, что любящая женщина, она не будет вас блокировать. Ну, по-другому никак, понимаете?
Вот эта женщина, она не будет вас блокировать, потому что она, она настроена на отношения с вами. Она будет себя вести очень терпеливо, очень осторожно, потому что вы понравитесь. Она захочет с вами серьезных отношений, у вас дом, семья может с ней быть. Понимаете, в чем разница? Я думаю, вы все умные ребята, вы прислушаетесь к тому, что я говорю, да, вы не совершите ошибок, роковых ошибок. И пусть все женщины, которые вас заблокировали, ну пойдут лесом, ну честное слово, ну нафиг таких просто. Поэтому вот такой был расклад, ребят. Немножко так с психологическим отступлением. Я знаю, что вы это любите очень, да. Я думаю, кому-то все равно это в жизни пригодится все вот эти мои пояснения. Женщина, которая реально изменит вашу жизнь, она у вас появится. Причем, как я сказала, появится неожиданно. И вот она станет той самой таблеткой от одиночества, да, вот у нас даже карта возрождения выпала, да, это возрождение вас вот из того мрака, да, вот она как будто вытащит вас в другой мир, она вытащит вас в мир любви, в мир гармонии, в мир согласия. Именно она вам поможет снова вернуться в эту жизнь таким, каким вы были, да, в чем-то наивным, в чем-то доверчивым, в чем-то добряком, да. Именно эта женщина вам покажет все прелести любви, но это будет очень и очень осторожно и постепенно. Не нужно торопить события, ведь вы тоже не очень-то готовы к таким отношениям, да. Вы будете оба познавать все прелести отношений и любви. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!